Всем привет! А, Давайте сегодня посмотрим на такую тему, как жалеет ли он о том, что вас потерял, какая вы на данный период времени, какая вы в его глазах, что о вас думает, что чувствует. Вот. Для личного расклада ко мне обращайтесь либо на WhatsApp, либо в Instagram. Также хочу обратиться к той аудитории, кто будет спрашивать, где продолжение расклада. Продолжение будет на YouTube-канале Империя Таро. Также еще добавлю: подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И также благодарю тех людей, которые помогают развиваться этому каналу. И также добавляю то, что первый TikTok-канал, он больше не будет выпускать новые видео. Я развиваю на данный период времени второй TikTok-канал. На первом TikTok-канале там около 18 тысяч подписчиков, а второй канал там 100 с лишним, он новый. Так что, если что, тоже подписывайтесь на мой TikTok второй. Все данные я оставлю в описании к этому видео. Итак, давайте поехали. Загадайте своего мужчину. Итак, тема нашего расклада: жалеет ли он о том, что он меня потерял? Так, что это за мужчина к нам пришел? Так, здесь мужчина пришел, скорее всего, с которым вы здесь не общаетесь, который мужчина здесь, возможно, сделал выбор не в вашу пользу, отстранился, ушел весь в работу, да, куда-то на данный период времени он может вкладываться в другие отношения, но и я вам скажу, и вы, конечно, от этого мужчины ограничены, есть какие-то препятствия, возможно, это ваши страхи совместно этого мужчины. Еще могу добавить то, что какая-то та женщина, которую он выбрал, она могла повлиять на его выбор. Соответственно, после этого мужчина мог закрыться и не проявляться. Так, какой-то еще мужчина. Так, здесь, скорее всего, еще и вас тоже показывают. Здесь женщина отсекла этого мужчину. Женщина не была, скорее всего, с ним счастлива, да. Скорее, возможно, такое, что у вас есть либо ребенок, либо дети совместные. Но и еще могу добавить, вообще этот мужчина по отношению к этой женщине, которая отсекла его, он вас, конечно, побаивается, но он, конечно, скучает, ему было с вами очень здесь хорошо, все равно он вас скучает, но видит вас на данный период времени, то, что женщина здесь такая, то, что не подходи, убью. Вот такая вот вы. Ну и он, конечно, вас побаивается. Так, ну давайте смотреть, что же он думает о вас на сегодня. Ну, здесь он правда о вас думает, правда. Этот мужчина, понимаете, что он на данный период времени к вам... Здесь мужчина надел на себя корону. Он такой вот стал принципиальный, понимаете? Он хочет, правда, с вами здесь помириться. Он о вас вспоминает ту женщину, да, которая его любила, понимала, была рядом всегда. Женщина та, которая, правда, к нему очень хорошо относилась. Он о вас очень здесь хорошо думает, несмотря на то, что он вас боится. Но и при этом он хочет быть вашим, оставаться значимым мужчиной, чтобы он уверен в том, что вы его до сих пор здесь любите. Ну, я же вам говорю, здесь корона, корона. А что он еще на сегодня о вас думает, этот мужчина? Ну, то, что, возможно, вы на данный период времени уже долгое время не общаетесь, вы пересмотрели свою жизнь, да, с этим мужчиной, вы очень сильно изменились, вы стали отстраненной, холодной, вы этого мужчину здесь к себе не подпускаете, боитесь, остерегаетесь, и он понимает то, что очень сильные, такие мощные изменения произошли, вот именно с вами. Этот мужчина, я еще могу сказать, то, что он без вас мог... себя вот чувствовать теперь очень одиноким мужчиной. Понимаете, холодный, отстраненный. Помимо этого, он может к себе близко никого не подпускать. Но и еще могу сказать то, что, конечно, вы для него, женщина, является судьбоносной. Как ни крути. Так, а что на сердце? Какие чувства, что на сердце у вашего загаданного партнера по отношению к вам? Что на сердце? На сердце тяжесть, понимаете? Тяжесть,
Почему тяжесть? Скорее всего, этот мужчина вас предал. Ну, это понятно, да, что сделал выбор не в вашу пользу. На сердце ему очень тяжело. Несмотря, что тяжело, он в ваш адрес ничего здесь не делает. Он себя чувствует здесь проигравшим, поражение. Ну и, конечно, он помнит то, что он вас здесь предал. Так, что еще у тебя на сердце к этой женщине, которая смотрит? Понимаете, что на сердце у него идет конфликт. Помимо этого, конечно, он хочет, может быть, с вами здесь общаться. Сексуально он вас здесь точно хочет. Понимаете, еще не исключает то, что не хватает вашей энергии, так как он был с вами счастлив здесь, да? Не хватает, конечно. И у него, у самого конфликт. Нужно мне, не нужно, не определился. Он здесь идет вообще двойственный. Так, что еще у тебя на сердце к этой женщине? Кстати, он, знаете, думает то, что помимо него у вас уже кто-то есть. Он так думает. Даже если у вас никого нет, он все равно думает то, что у вас здесь кто-то есть. Если вы замужем, да, соответственно, у вас есть супруг. Если вы не замужем, да, ну, вот, предположим, вы его супруга, да, он понимает, он думает, что есть какой-то мужчина рядом с вами. Понимаете, почему? Потому что вы женщина-императрица, красивая женщина, та женщина. Не исключает то, что, может быть, вы бывшая супруга, настоящая супруга, если даже и любовница, да, то значимая просто, любимая женщина. Но то, что он вас здесь любит, это да, на сердце вы являетесь главной женщиной. Но он чувствует здесь соперничество, что здесь кто-то у вас есть. Понимаете? Так, какая вы в его глазах на сегодня? Та женщина, которая... Вообще, вы сами по себе, конечно, идеальный партнер. Он это прекрасно понимает, да, что ему с вами было отлично, но он прекрасно понимает то, что вы больше в эти ненормальные, жертвенные отношения здесь не будете входить. Понимаете? Он видит прекрасно, что вы оставили эти отношения и ушли. Вы больше не являетесь жертвой. Так, какой он вас еще сегодня видит на сегодня? Ну, он вас сегодня видит такой женщиной деятельной, женщиной той, которая знает себе цену, женщина уверенная в себе, женщина конкретно знает, чего хочет в этой жизни. Это женщина, которая деятельная, женщина шустрая, женщина в первую очередь, которая... Ну, самоуверенная такая. Но он, конечно, на вас здесь злится. Злится почему? Потому что, скорее всего, здесь вы его не замечаете, вы в его сторону. Даже посмотрите на картах, вы от него отвернуты. И он каким-то образом здесь с вами хочет выйти на связь. Понимаете? Либо может что-то вам предложить, что-то здесь. Ну, женщина вы та. Еще могу сказать, может он вас считать ведьмой. Тоже не исключаю. Ну, видит вас еще и сексуальной, харизматичной, очень яркой. Очень яркой. Так, итак, спросим, да? Жалеешь ли ты о том, что ты потерял свою женщину? Жалеешь ли ты, что ты потерял свою женщину? Жалеешь ли ты? Конечно, жалеет. Конечно, жалеет. Причем постоянно может и, знаете, он, конечно, сильный мужчина, он этого никому не показывает, что он как-то переживает, а он на самом деле переживает. Все-таки не хватает, понимаете, вашего общения, вашего присутствия в его жизни, но здесь мужчина такой, вот он вообще и манипулятор, но и помимо этого, конечно, у него характер такой, и с него очень сложно прочесть, да, все его... Он как-то, знаете, пытается скрыть свои эмоции, очень такой холодный, уверенный в себе, может быть, даже самоуверенный. Мужчина здесь эгоистичный. Ну и как так? Он сейчас будет показывать, что, извините, он вас потерял и здесь страдает. Он здесь, знаете как, на людях он держится молодцом. Этого никто не поймет. Но когда вот он один находится, он может это перекручивать, понимаете, прокручивать и вспоминать. Все равно у него тяга по прошлому есть, да. Здесь мужчина все равно переживает. А как ты переживаешь, интересно? Как ты переживаешь? Ну, он прекрасно понимает, что женщина вы сильная, да, что, возможно, не исключая того, то, что вы были, да, женаты, да, и развелись, либо развод у кого-то, да. Он прекрасно понимает, что он получил все по заслугам. Что хотел, то и получил. Что вы женщина сильная. Возможно, вы не побежали за ним, понимаете? Вас боится же он. Вы ему преподнесли урок. Понимаете? Ну и, конечно, он что посеял, то и пожинает. Это все, что с ним происходит, все по справедливости. Ну, так сказать, то, что сам рыл яму, да, и в нее попал. Для вас рыл. А тут он видел то, что, ага, здесь, оказывается, не дурочка, разозлил вас. Так, еще страдаешь. Жалеешь ли ты о том, что ты потерял эту женщину свою? Жалеешь ли ты, что ты потерял? А он от вас очень здесь легко отказался, я так понимаю. Вообще легко.
Он, знаете, как, ну, она на меня не смотрит, ну и ладно, пойду я в будущее. Понимаете, как? А можно еще сказать то, что он еще и надеется, то, что вы эта женщина сейчас самодостаточная, да, одинокая женщина, та, которая, понимаете, можете, например, на него смотреть свысока. Он видит то, что он вам не нужен здесь. Понимаете, что вы сами ушли от него в свое светлое будущее, что вы начали новую жизнь. Ну, сказать то, что жалеет здесь, ну, может, он жалеет о том, что поступил как дурак. Так, жалеешь ли ты о том, что потерял эту женщину? Конечно, жалеет, конечно. Вот теперь, после того, как он вас потерял, он сам себя начинает здесь обвинять, да? Он полон страхов, независимо еще от этого, он эмоционально к вам привязан, да? Он все равно мечтает постоянно о вас, мечтает. Ну и помимо этого, конечно, на людях, еще раз повторяюсь, молодцом держится. Так, еще жалеешь ли ты о том, что потерял эту женщину свою? Конечно, жалеет. Конечно, жалеет. Скорее всего, у вас были здесь долгие отношения, да? Возможно, вы являлись его, может быть, супругой, может быть, просто постоянным партнером. Жалеет, конечно, он вас, понимаете, он мог вас променять здесь на ту женщину, да, с которой болото. Либо, понимаете, все равно здесь жалеет, он как-то повлиял на ваши разрушения. Так, ну-ка карту башни раскроем, о чем ты жалеешь. Ага, все, все, все. Пацан здесь конкретно, выбрав треугольник, пожертвовал своими отношениями, может быть, браком. Понимаете? Вот так вот. Он... Так, понимаете, здесь были у него стабильные отношения. Жена вы, не жена, неважно. Он вами пожертвовал, причем очень легко, ради своих гулянок. Но в оконцовке, потеряв, да, все, он понял то, что никто его там не ждет. О чем ты еще жалеешь? Догулялся. Догулялся. Он, возможно, даже мог на постоянной основе, да, разбивать вам сердце. И не раз здесь предавал вас. Видите, вас все равно он был уверен, то, что вы же его помним, да, то, что вы его любили. Он думал, то, что и в этот раз прокатит. А тут бабах, шарахнула. Жалеет о том, что вот и сам пострадал, и вас уничтожил. Конечно, жалеет, что он вас потерял. Так, еще жалеешь ли ты о том, что женщину свою потерял? Конечно. Теперь вы для него, знаете, стали женщиной той мудрой, но помимо этого, возможно, вы полностью от него закрыты, до вас не достучаться, не добраться. Женщина здесь с хорошей интуицией. Возможно, вы женщина после того, как вы с ним расстались, в какой-то сфере, может, вы стали популярной, тоже такое не исключаю, да. Ну и, конечно, он прекрасно теперь понимает, что он потерял, если вы семья, то все, семьи этой больше нет. Если вы не были семьей, то он прекрасно понимает, ну, потерял вас. Если вы были любовницей, да, то он жалеет о том, то, что потерял вас, а вот брак здесь, и теперь вы такая недосягаемая для него. Вы прям звезда, независимо, жена вы, любовница, подруга, звезда. И помимо этого, конечно, очень скрытная женщина, это по которой женщине невозможно считать никакой информации, он не уверен вообще, что вы к нему испытываете, есть ли какие-то эмоции, да, чувства, если вообще вы думаете о нем, нужен он вам или нет. Ничего про вас не знает. Так, чтобы еще... Ну и как тебе, ладно, живется без этой твоей женщины? Как тебе живется? Ну, он такой же двойственный. Кстати, он мог закрыться. Но он может общаться, понимаете? Здесь несколько, может быть, женщин, с кем он общается. Но и еще могу сказать, касательно вас, он на вас здесь очень расстроен, очень зол. Почему? Потому что не удалось ему удержать. Понимаете, я так понимаю, здесь мальчик хотел усидеть на нескольких стульях, а так получилось, понимаете, вроде на одном сидит, дай, думаю, на второй сяду, вроде сидит на двух, а тут бах, первый стул узнает, да? Но я не хочу, конечно, вас оскорблять, то, что вы стул. Вот две женщины, супруга, либо вот он треугольник, да? Была сначала одна женщина, он, появляется вторая женщина. Первая женщина узнает, уходит. Все. Он понимает то, что он не смог справиться с этим. Понимаете, все равно он вас лишился. Возможно такое. Вы сейчас женщина на расстоянии, да. Для кого-то, может быть, здесь даже есть общение, только переписки через интернет. Такое тоже не исключаю. Но жизнь для него закрыта. Закрыта. Не исключаю, здесь блокировка есть. Ну и как ему без вас? Ну, все равно как-то пытается удержаться на плаву. Но помимо этого, конечно, он, может, один остался, понимаете, со своими проблемами. Может быть, слишком узкий круг стал. И его, конечно, это бесит. Так, как тебе еще без этой женщины?
А вот теперь, как ему без вас, понимаете, что, во-первых, он на вас очень сильно обижен здесь, обида, ненависть. Помимо этого, он вас очень сильно хочет. Кстати, я вам скажу, у него к вам проснулись здесь чувства, любовь проснулась. У него прям, знаете, как вы, как его дьявол, искушение. Ну, вы соблазн. Хотя он может, знаете, как демонстрировать, что вы ему не нужны, но на самом деле здесь у него прям и сексуальная, и, знаете, ненависть, и любовь. Здесь конкретно, здесь у него к вам есть любовь, чувство есть. Вот стоил вас потерял, и, понимаете, как сам же попал в свою ловушку. От вас очень легко, да, отказался. Потерял вас и понял то, что без вас он никто, и звать его никак. Так, что ты понял? Что ты интересно еще понял, потеряв свою женщину? Ну, все то, что, понимаете, это жирная точка здесь, что из-за своего эгоизма здесь мальчик чересчур в себя поверил, да? Здесь мужчина-собственник, он как-то все равно пытался эти отношения удержать, но здесь, ну, чего он добился? Того, то, что он, возможно, и без вас и остался, естественно, да? Здесь все из-за своего эгоизма. Может, он гулял, пил у вас, да? Вот и довел. Он понял то, что все, братец, отходи. Так, ну-ка, давайте еще спросим. А как он, интересно, как ты думаешь, ты нужен своей женщине? Интересно, как ты думаешь, ты нужен своей женщине? Ну, знаете как, он думает, что вы, наоборот, сейчас с ним хитрите, избегаете. Ну и помимо этого, конечно, он уверен, то, что он вам не нужен. Возможно, вы здесь вскрыли. Подождите, семерку мечей раскрою здесь. Что здесь семерка мечей? Так, семерка мечей. Так, здесь, возможно, мальчик довыпендривался, да? Он ждал, не дождался. Помимо этого, он хотел как-то с вами здесь через хитрость. Вот через хитрость. Может вам что-то предложить. Но здесь, понимаете, здесь кровавыми коленками не пахнет. Здесь он хочет приехать к вам на коне. Но все это через хитрость, понимаете как? Потому что женщин здесь доверия нет. Но здесь показать то, что я такой стабильный. Но и при этом будет защищаться. Но и в то же время как-то налаживать с вами контакт. Понимаете? Влюбленный какой-то, надо же. Что ты напоследок скажешь той женщине, которую ты потерял? Ну, то, что, знаете как, я могу сказать то, что ты мне не даешь шансов, да, и у него никакого прорыва нет. Возможно, знаете как, еще можно сказать то, что он может к вам приехать, здесь предложить какую-то помощь, а именно материальную. Либо, знаете как, то, что, может быть, дать шанс еще этим отношениям. А что конкретно означает этот шанс? Что ты хочешь? Ага, да, шанс, чтобы вы, понимаете, здесь от него не закрывались. Возможно, такое, да, чтобы восстановить эту семью. Ну, может, даже и какие-то дружеские отношения. Понимаете, ему уже с вами было здесь хорошо. Но вот как-то здесь восстановить, чтобы вы перестали от него убегать. Он все-таки хочет вернуться. Понимаете, вернуться здесь хочет. Показать то, что он вами заинтересован здесь. Ну, для того, чтобы сохранить эти отношения. Он, видите ли, решил этим отношениям дать шанс. Смешно, конечно, да? Ну, вот такой был сегодня у нас расклад. Видели сами, да, девочки, что храним, как говорится, что не ценим. Что не храним, не ценим, потерявший плачем. Вроде так, да, звучит, уже не помню. Мужчина ваш осознал то, что вас потерял, ну и все. Понимаете, сам доигрался, понял то, что без вас жизни нет. Кстати, вы как были его той женщиной, вы для него сейчас самая женщина, та, которая идеальная, да? Ну и та женщина, которая дала ему отворот-поворот. Вот так вот здесь звучит. Итак, дорогие мои друзья, не забывайте, что это расклад общий. Это приятно, когда общие расклады у вас полностью проигрывают, резонируют с вами. Также обращайтесь ко мне за личным раскладом. И, как всегда, я вам скажу, до скорой встречи.